Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила небольшую нарезку финских новостей. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с самой обсуждаемой темы. Европейская комиссия представила проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Он огромный – 2 триллиона евро, почти вдвое больше текущего. Но взносы стран-членов ЕС при этом не должны вырасти. Как? За счет новых налогов на крупные корпорации и возможных заимствований. Впервые в истории ЕС приоритеты смещаются от сельского хозяйства к науке, технологиям, обороне и безопасности. Субсидии будут больше привязаны к реальным реформам и соблюдению правил. Орбан, привет! Потому что часики тикают. Климат, искусственный интеллект, Россия – это вопросы, которые нельзя откладывать. Как сказал экс-глава Европейского Центробанка Марио Драги, или мы действуем, или отказываемся от своего благополучия, окружающей среды и свободы. По его расчетам, ЕС нужно инвестировать еще 800 миллиардов в год, чтобы остаться в игре. Премьер-министр Финляндии Петери Орпо уже заявил, что хочет снизить итоговую сумму бюджета, но при этом сохранить доп. Финансирование охраны границы Финляндии и России. Финляндия выступает против общего долга ЕС и против введения общеевропейских налогов. Но и сам Орпо признает, взносы Финляндии вырастут. Тем временем в Финляндии уже готовятся тракторные протесты против сокращения агросубсидий. Но, как отмечается в редакционной статье Helsingin Sanomat, старую структуру расходов сохранить не удастся, если ЕС хочет ответить на новые вызовы от климатических до технологических и военных. Если Евросоюз продолжит двигаться по своей обычной схеме 2 шага вперед, 1 назад, то Европа выпадет из соревнований и окажется лишь пассажиром в мире, которым управляют другие. Теперь на основе статистики за 2023 год разберемся, кто же кого в ЕС кормит. Вроде все очевидно. 10 богатых стран – Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Швеция, Австрия, Финляндия и теперь еще Испания – это страны-доноры, а бедные – Польша, Греция, Венгрия – нахлебники. Интересно, что Люксембург оказался реципиентом, хотя его ВВП на душу населения в 2 с лишним раза выше, чем у Финляндии. И вроде все ясно. Одни платят больше, другие только получают. Но это очень упрощенная и вводящая в заблуждение картина. ЕС не просто касса взаимопомощи, а единый экономический и политический проект, где выгоды не только в прямых выплатах. Какие же выгоды у богатых стран от пребывания в Евросоюзе? На эту тему я прочитала любопытную статью. Там, например, говорилось, что страны с большими экономиками держат в Европейском Центробанке значительные резервы и вот, получается, наживаются, получая проценты по вкладу. Это смешной довод. Во-первых, это обязательный взнос, а не добровольные инвестиции. Во-вторых, процентные ставки низкие или даже отрицательные. Никаких сверхприбылей нет. Никто не может просто увеличить вклад, чтобы заработать больше. Это не способ заработать, а часть механизма стабильности еврозоны. Величина вклада зависит от численности населения страны и ее ВВП. И каждая страна получает проценты со своего вклада. Так что аргумент, что богатые страны богатеют на процентах, выглядит неубедительно. Второй аргумент, приведенный в статье – гранты и инвестиции в науку. Богатые страны получают больше европейских грантов, но ведь резонно, что деньги направляются туда, где есть сильные университеты, развитая инфраструктура и возможен результат. ЕС финансирует проекты, которые реально работают, а не раздают деньги равномерно. Главным преимуществом для богатых стран назван доступ к единому рынку. Это бесспорно. Большие экономики выигрывают от свободного доступа к рынку ЕС без пошлин и валютных рисков. Это сотни миллионов потребителей. И, конечно, это приносит миллиардные барыши. Выход из ЕС – потеря этого доступа и огромные экономические риски. Наглядный пример – Brexit. Великобритания, крупнейшая экономика ЕС, решила выйти из Евросоюза. И что получилось? Экономика замедлилась, торговля с ЕС усложнилась, фунт подешевел, инвестиции упали,
Рабочая сила стала дефицитом, политические и социальные разногласия усилились. Британия явно переоценила выгоды выхода и недооценила потери. В общем, богатые страны не жертвы, а активные участники и бенефициары системы. Они платят больше, но получают взамен стабильный рынок, возможность влияния на правила, доступ к научным и инновационным ресурсам, политическую и экономическую безопасность. Выход из ЕС для них – это большие потери, а не выгода. Про выход из ЕС стран-реципиентов типа Венгрии вообще слышать смешно. Хотя, кто их знает, страны не всегда поступают рационально. Видео смотришь, ставь лайк, поддержи. Во всей Европе цены на жилье и аренду растут, и только в Финляндии снижаются. Мы можем посмотреть на этой таблице, как поднялись цены на жилье в Европе с 2015 по 2023 год. В среднем жилье по Европе подорожало на 48,1%. Лидирует Венгрия. Там рост 172,5%. Финляндия замыкает список – 5,4%. Цены на жилье влияют и на возраст, когда дети покидают отчий дом. Здесь, по данным на 2023 год, лидирует Финляндия. В среднем в Финляндии дети отправляются в свободное плавание в 21,4 года. В Испании дети живут с родителями в среднем до 30,4 года. В связи с жилищным кризисом в Европе в Финляндии ведутся дискуссии, может ли тенденция распространиться в Финляндию и нужно ли государству строить дома. Профессор из университета Aalto, специалист по городской экономике Туукка Саарима не согласен с утверждением, что всю Европу захлестнул кризис из-за высоких цен на жилье. По его словам, страдают не страны и не континенты, а отдельные крупные города, где спрос на жилье намного превышает предложение. Саарима считает, что государственное или муниципальное строительство не решает главную проблему. Оно не увеличивает общее количество жилья, а просто вытесняет частный сектор. Один построил, другой передумал. Итог плюс-минус ноль. Да, такие дома могут быть полезны для малоимущих, для создания социально смешанных районов. Но на практике, говорит он, это чаще всего концентрирует бедность в отдельных кварталах. К тому же в Финляндии таких домов уже достаточно, просто нужно лучше ими управлять или отдавать тем, кто реально нуждается. А что насчет всеевропейского масштаба? Саарима скептичен. Евросоюз не может управлять строительством на местах. Все решения принимаются на уровне муниципалитетов. Именно там, в горсоветах, и тормозится запуск новых проектов. Евродепутат от «Зеленых» Мария Охисало не согласна с тем, что кризис только в мегаполисах, и приводит жесткую статистику. С 2010 по 2025 год цены на жилье в ЕС выросли почти на 58%, а аренда на 28%. Это, по ее словам, не просто рост, а взрыв. В результате миллионы европейцев сталкиваются с проблемами с жильем. Причем не только малоимущие, но и люди с нормальным средним доходом. В Финляндии, особенно в крупных городах, уже заметен рост бездомности. На весь ЕС бездомных более 1,3 миллиона, из них 400 тысяч – дети. Охисало признает, что одной лишь господдержкой проблему не решить, но подчеркивает, сейчас строительство в Финляндии фактически встало. И если бы государство поддержало стройку, это бы не только улучшило ситуацию с жильем, но и поддержало бы занятость и строительную отрасль в общем. Более того, по мнению Охисало, проблема не только в дефиците жилья. Жилищный кризис – это и устаревшие и даже опасные дома, сокращение социальной помощи, растущая безработица, высокие счета за энергию, недостаток жилья для уязвимых групп, инвалидов, пожилых и так далее. Она также говорит о финансализации рынка жилья, когда дом – это уже не жилье для человека, а инвестиционный инструмент для фондов и крупных игроков. Это тоже разгоняет цены. В ответ на высказывание профессора Саарима она просит привести пример страны, где только частный рынок решил проблему бездомности и снизил цены на жилье. Как вы считаете, нужно ли государству вмешиваться в рынок жилья или лучше не мешать частникам строить и зарабатывать? Мне кажется, что во многом из-за существования достаточного количества муниципального жилья в Финляндии нет жилищного кризиса. С другой стороны, чем больше муниципальных домов в городе или районе, тем меньше его привлекательность для обеспеченных слоев.
в Финляндии разгорелся жаркий спор. Имеет ли вообще смысл обсуждать четырехдневную рабочую неделю, если исследования про нее не выдерживают никакой критики? По крайней мере, так считает Анtti Kauhanen из Этла. Он заявил, что исследования вроде тех, что проводит британский Autonomy Institute, не выдерживают даже самых базовых научных требований. Нет рецензирования, нет нормальной контрольной группы, зато много громких заголовков. В ответ директор института Уилл Стронг обиделся, собрал подписантов из Кембриджа и Салфорда и прислал письмо. «Анти, ты просто живешь в прошлом. Наши методы современные и инновационные». Чтобы выяснить, кто прав, газета «Хельсинген Саноут» обратилась к профессору экономики из Хельсинского университета Ропе Ууситало. И тот сказал: «Извините, но Кауганен прав. Нет рецензий, нет науки. Нет контрольной группы, нельзя понять, от чего эффект. От короткой недели или от кофемашины получше». Но сам Ууситало не против идеи четырехдневки. Он считает, что сокращение рабочего времени полезно для жизни, особенно в июле, когда отпуска. Просто чтобы продвигать это в законы, нужна нормальная наука, а не набор вдохновляющих слайдов. Кстати, Финляндия уже проводила эксперименты в 1990-х годах. В них участвовали Nokia, Rencat, типография Ottawa и даже муниципалитеты. И что же показало исследование? Работа стала интенсивнее, перерывы сократились, производительность выросла, а сами работники были не в восторге. Зато французы уже четверть века работают 35 часов в неделю и вполне довольны жизнью. Но что французу хорошо, то финну смерть. Моя любимая рубрика «Финский суд – самый гуманный суд в мире». В Финляндии суд рассмотрел дело, которое вызвало широкий общественный резонанс. Вкратце, во время обыска в престижном районе в Хельсинки полиция обнаружила в доме более 127 тысяч евро наличными. Эти деньги 17-летний молодой человек получал от торговли злом и дурью, а хранил добытое непосильным трудом дома, где проживал вместе с родителями. 40 тысяч были спрятаны в комнате предприимчивого подростка, а еще 70 тысяч нашли в спальне родителей в коробке из-под обуви. Главный обвиняемый родился в Хельсинки в 2007 году и, будучи несовершеннолетним, стал ключевой фигурой в торговле запрещенкой на территории Финляндии. Принимал крупные партии, продавал другим дилерам и сам напрямую продавал клиентам. Приговор – 7,5 лет тюремного заключения. Прокуратура обвинила родителей в отмывании денег, поскольку они знали о происхождении средств и не сообщили о них властям. Более того, при первом обыске они скрыли наличие денег, и полиция нашла их лишь позже. Однако суд отклонил обвинение. Решение основывается на конституционном праве не свидетельствовать против близких. Суд указал, что у родителей не было корыстного мотива, и они действовали, чтобы защитить сына, а не извлечь выгоду. Ну не корысти же ради, а только во исполнении воли пославшей меня жены. Поэтому их действия не были признаны уголовно наказуемыми. Эксперт по уголовному праву, доцент Тату Хюттинен, пояснил, формально действия родителей можно было бы квалифицировать как отмывание денег. Но право на молчание и защита близких – это более высокий по приоритету правовой принцип. Он закреплен в Конституции Финляндии и в Европейской конвенции по правам человека. Но важно знать, что право несвидетельств не безусловное. Если бы речь, например, шла о преступлении против жизни или здоровья, суд мог бы принять другое решение. Но в данном случае речь шла о защите родителями своего ребенка, и это было признано судом допустимым. Ведь торговля наркотой, как можно понять из решения суда, ничьему здоровью и жизни не угрожает. В Оулу случилось страшное. Современное искусство перепутали с мусором и вывезли на свалку. Да, это не метафора, буквально. Сгребли шедевры и вывезли на свалку. Художница Терри Цокинен много лет арендует мастерскую в здании бывшей фабрики и поставила во дворе свои дизайнерские табуреты. Арендодатель в современном искусстве разбирается примерно как свинья в апельсинах и принял шедевры за хлам. Что за рухлядь? Выбросить. А вы говорите, Оулу – город высокой культуры. Менеджер компании арендодателя оправдывается. Сломанные стулья могли быть опасны, а вдруг ребенок сядет?
Ну, конечно, финский ребенок увидел авангардный табурет, сел и бац! Душевные травмы. Когда в компании узнали, что речь идет об арт-объектах, они попытались отыскать стулья на свалке. Но работники свалки, наверное, тоже в искусстве не зуб ногой. Сокрушили изделие в труху. Художница в шоке и очень возмущена. Табуреты выкинули, а груды металлолома продолжают лежать во дворе. К металлолому претензий нет? Компания посыпает голову пеплом и клянется: больше ничего не будем выбрасывать без согласования с арендаторами. Так и представляю себе, дворник стоит с мешком мусора и спрашивает: простите, а вот это искусство или можно выкинуть? Ну и на прощание сюжет из Калифорнии. Семья живет вблизи национального парка, ей приходится делить бассейн с соседями. В Финляндии таких соседей перестреляли бы в первый же заплыв, а американцы любезно предоставляют им свой бассейн. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!